Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня не рыбалка. Сегодня у нас моторка. Агрегатный ремонт. К нам прибыл вот такой автомобиль Hilux. И проблема в том, что до нас ребята замучились менять сальник правого привода переднего. Вот такой. Вот он новый, и он бежит. Люди не обращают внимания, что за сальником стоит вот там в потрохах подшипничек, который также со временем изнашивается. Когда в подшипнике появляется люфт, его достаточно, как говорится, поменять, и будет вам счастье, а не менять сальники без ума и без памяти. Потому что новые сальники не живут и неделю. Проблема, естественно, ставим. Ой, не знаю, видно вам, не видно, засвечивает, не засвечивает. Хорошо, вот так покажу. Сальник ног. Подшипничек. Подшипничек мы извлекаем, не разбирая привода. Лайфхак, как говорится, для тех, кто не знает. Но нужен сварочный аппарат, аккуратные руки и вот такой инструмент. Обратный молоток, штревель, даже самый простейший. На кончик накручено тоненькое жало. Наличие сварочного аппарата. Мы варимся к сальнику, к подшипнику и аккуратненько его извлекаем из чулка, чтобы не разбирать полностью весь узел и агрегат. Про ремонт суппортов, я надеюсь, вам рассказывать не надо. Обслуживание суппортов в нашем случае происходит вот так. Замена сальников, замена поршней. Больная тема Хайлакса или Хайлюкса. Кто как говорит. Поэтому, ребята, если у вас потек сальник на переднем мосту правого привода, будьте внимательны, проверяйте подшипники на люфт. Если проблема с подшипником, то просто замена сальника вам может ничего не дать. Самое смешное, он еще не шумел, но у него достаточно большой люфт. Соответственно, проседание подшипников в полмиллиметра ведет к тече сальника. А так, друзья, ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Конечно, сегодня видяшка не о рыбалке, а всего лишь навсего у нас агрегатный ремонт. Но просто уже не первый случай именно с этим автомобилем этой марки попадаются, что люди не обращают внимания, меняют без ума, без памяти сальники. А результата не получает. Сальники как бежали, так и бегут. А проблема в том, что сам привод у нас не имеет ни малейшего износа. Здесь просто все в идеале. И грешить на то, что сальники, ног производитель достаточно качественной фурнитуры для автомобилей. Друзья. Опять маленькая подсказка вам, чтобы вам не было, как говорится, кто столкнется с такой бедой, постоянная течь сальника правого привода. Существует промежуточный вал в мосту, который стоит на дополнительном подшипнике. При износе этого подшипника начинает давить постоянно сальник. Все, друзья, ставим лайки, пишем комменты. Кто со мной не согласен, спорим. Пишите, я всем отвечу. Хоть я и рыбак, но в моторной теме
и агрегатном ремонте я немножко кое-что знаю. Могу подсказать, могу рассказать. Так что, друзья, подписываемся на канал. Конечно, да, агрегатки здесь немного у меня на канале. В основном рыбалка. Работу свою я рассказываю только об интересных случаях. Про то, что многие не замечают. Ну, всего доброго. И скажу вам, рыбалку любите, на рыбалку ходите. И автомобили свои содержите в рабочем состоянии, чтобы они вас по дороге на рыбалку не подвели. Всем добра.